you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим лимитированные планарные внутриканальные наушники от компании LedShure стоимостью $499. И приходят они в огромной по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь имеется логотип компании и было указано название этой модели Ember. Ну а сзади был указан адрес производства этих наушников, присутствуют различные сертификаты и контактные данные для связи с производителем. И за звук в этих наушниках отвечает уже новый планарный излучатель диаметром 14,8 мм, а чувствительность составляет 103 дБ, и они получили сопротивление 30 Ом. И на раскачку эти наушники будут уже довольно средние. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель от эффект аудио с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Фирменный кейс для хранения наушников. Сертификат качества. Гарантийная карточка. Инструкция по использованию наушников. 3 набора силиконовых амбушюр. Ну и кожаная стяжка для кабеля. Эти наушники довольно небольшие и были выполнены из сплава титана с очень привлекательным оформлением лицевой панели. Здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится первое отверстие для компенсации. А вот тут имеется маркировка канала, было указано название этой модели и еще присутствует серийный номер моего экземпляра. А уже на внутренней части находится еще одно отверстие для компенсации. Но звуковод у них имеет длину 4 мм, диаметр 5 мм, а также он получил совсем слегка выделенный бортик для более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а поскольку эти наушники довольно небольшие, то сидят они в моих ушах просто замечательно, обеспечивая как глубокую посадку, так и отличную звукоизоляцию. Причем по моим ощущениям они сидят в ушах точно так же, как и предыдущая планарная модель компании LedShure S15. Поэтому в плане удобства тут вопросов тоже никаких нет. Но вот их комплектный кабель все же, на мой взгляд, довольно простоват и далеко не самый удобный. Поэтому от себя я бы вам точно посоветовал присмотреть к этим наушникам куда более серьезный кабель. Ну а приобрести планарные наушники LedShure Ember вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании LedShure на AliExpress, либо на их официальном сайте ledshure.net. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников вы найдете в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики планарных наушников LedShure Ember. И первое, что здесь сразу бросается в глаза, это конечно же очень заметное усиление низких частот на 11 дБ относительно моего таргета, с явным акцентом как на саббас, так и на мидбас. Ну а далее мы можем заметить, что здесь еще имеется небольшое уплотнение в области нижней середины, за счет чего вокал подается плотно, телесно и с очень выраженным теплым оттенком. Ну а затем тут следует ровный и супер аккуратный переход к области верхней середины, вообще без каких-либо резких пиков и лишней агрессии, особенно на фоне многих других уже более энергично настроенных АМ в этой области. А вот высокие частоты тут протягиваются примерно до 16 кГц и при этом остаются также достаточно ровными и контролируемыми, что действительно очень удивляет. И в итоге мы получаем здесь очень редкий тюнинг с выраженным акцентом на низкие частоты, но при этом со спокойной и буквально линейной верхней серединой и достаточно протяженными, но сдержанными высокими частотами. Ну а теперь давайте, конечно же, лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Низкие частоты здесь получились действительно мощными и внушительными, с очень уверенной подачей. И, друзья, все это ощущается буквально с первых секунд. И, честно говоря, для планарного драйвера такой масштаб в какой-то степени даже удивляет, потому что бас здесь не просто присутствует, а он ощущается по-настоящему весомо, с хорошей
большей плотностью и глубиной и сразу выстраивает такую прочную, насыщенную основу для всего звучания, задавая ему нужный фундамент и характер. Сабас в этих наушниках уходит глубоко, ощущается основательным, он очень уверенно тянется вниз, давая такое приятное ощущение насыщенности и объема, когда низ уже не просто слышен, а полноценно заполняет пространство. При этом он не теряется и не размазывается, а звучит собрано и аккуратно, с понятной структурой и с хорошей проработкой, и с явным акцентом на массу и глубину, за счет чего вся подача становится уже более плотной, цельной и насыщенной. А вот мидбас тут, конечно, получился прям очень панчевый, упругий и с довольно четкой атакой. И в нем чувствуется не только сам удар, но и приятная телесность, которая добавляет ритму большей живости и делает звук уже более драйвовым и вовлекающим. И появляется то самое ощущение энергии и движения, когда музыка не просто играет как-то фоном, а реально вас цепляет и удерживает ваше внимание, заставляя вас слушать дальше. И в целом создается ощущение, что низкие частоты здесь играют одну из ключевых ролей в характере этой модели. Они задают настроение, добавляют масштаба и плотности, делают звук более насыщенным и выразительным, и это именно тот бас, который не стесняется быть каким-то заметным и акцентом, но при этом не теряет в контроле и читаемости, оставаясь собранным, текстурным и при этом очень быстрым. Ну а средние частоты здесь подаются с буквально безупречной нейтральностью, но при этом они точно не уходят в какую-то холодную сухость, а ощущаются слегка теплыми, очень естественными и по-настоящему живыми. И вот уже с первых же треков ловишь себя на мысли, что тембры здесь передаются максимально натурально, без перекосов и без какой-то там искусственной планарной окраски. И все на мой слух звучит так, как и должно быть у топовых АМ. Середина здесь воспринимается очень ясной, прозрачной и открытой, в ней есть много воздуха и хорошей читаемости, за счет чего каждый инструмент и вокал легко различимы, без ощущения какой-то зажатости или перегруженности. При этом она не звучит как-то сухо или скучно, а наоборот, есть жизнь, есть некоторое движение, просто это уже такая ненавязчивая и энергичная подача, а более аккуратная и естественная, которая раскрывается как раз таки постепенно и очень комфортно, поскольку вокал здесь звучит приятно, подается чисто, с хорошей разборчивостью и естественной теплотой, но без какой-то лишней резкости или сибилянтов, и с тем самым ощущением близости и правильной телесности, когда голоса не проваливаются, но и не выпирают, а находятся прям ровно там, где нужно, сохраняя баланс вместе с остальными инструментами. И что особенно еще приятно, что в этой середине все же есть свой драйв и энергия, что особенно проявляется как раз таки уже при увеличении громкости. И тогда, ребята, все раскрывается уже гораздо интереснее. Появляется больше напора, больше эмоций, и подача становится еще более вовлекающей, при этом не теряя в чистоте и контроле. В общем, это такая очень цельная, живая и супер комфортная середина, которую можно слушать очень долго, не уставая, но при этом получать то самое настоящее удовольствие от музыки. Но высокие частоты здесь подаются буквально эталонно, и это ощущается практически сразу, поскольку они очень ровные, аккуратные и при этом максимально контролируемые, вообще без каких-либо резких пиков или лишней яркости. И ты по сути слушаешь и понимаешь, что верх здесь был настроен очень грамотно, он не перетягивает все внимание на себя, но при этом дает вам все то, что нужно, и детали, и чистоту, и то самое ощущение всего пространства. При этом ВЧ звучат действительно детально и подробно, с хорошей техничностью и прозрачностью. Они отлично передают все мелкие нюансы, будь то там послезвучие или воздух между инструментами, и все здесь подается так легко и свободно, что вообще без какой-либо зажатости или темноты, и с приятным ощущением открытости, когда звук именно дышит и не упирается уже в какие-то ограничения, как в более темных моделях. Но при этом, друзья, очень важно будет отметить, что при всей вот этой безумной детализации и открытости они остаются очень комфортными, поскольку здесь нету какой-то лишней резкости или утомляющей яркости, и поэтому эти наушники можно спокойно слушать долго и вообще не ловить себя на желании убавлять громкость. И также отдельно стоит еще отметить, что здесь вообще нету того самого характерного планарного тембра, который иногда встречался мне в других и, как правило, уже более ярких моделях. То есть
подача тут прям такая максимально естественная, чистая и ровная. И, конечно, если сравнивать, то по уровню проработки и контролю и общей сбалансированности высокие частоты здесь ощущаются уже куда более зрелыми и выверенными, чем у LED Shure S15 или S12, ну и, понятное дело, других моделей, поскольку здесь они звучат чище, свободнее и при этом намного комфортнее, получая при этом еще более высокий уровень детализации и воздуха. Ну и звуковая сцена здесь получилась, друзья, реально широкой, с хорошим размахом в стороны и очень достойной глубиной, и это ощущается тоже сразу, поскольку здесь нету какой-то зажатости, все звучит свободно и открыто и с понятным пространством вокруг инструментов. При этом ширина воспринимается реально естественно, без ощущения какой-то натянутости, а глубина добавляет вот той самой многослойности, когда звук уже не просто растягивается в одну линию, а еще уверенно уходит вперед и вглубь, формируя уже такую более объемную и цельную картину. К тому же локализация здесь находится на действительно высоком уровне. Инструменты и вокал расставлены четко, каждый элемент легко улавливается в пространстве, и даже уже в плотных аранжировках нет ощущения каши. Все читается спокойно и уверенно, планы разделены очень грамотно, и за счет этого сцена ощущается не только широкой, но и собранной, с хорошим ощущением дистанции и порядка во всем звучании. Причем сцена не просто была большая тут сама по себе, а она очень удобно воспринимается на слух, и вам за счет этого не приходится там как-то вслушиваться или выискивать какие-то детали, поскольку все подается сразу, понятно и естественно, за счет чего и создается то самое ощущение легкости восприятия и полного погружения в музыку. И по сути ты просто слушаешь и без усилий улавливаешь все то, что происходит в треке. И в целом создается ощущение буквально идеальной звуковой сцены, широкой, глубокой, очень понятной и хорошо организованной. Здесь нету ничего лишнего, и все работает ровно так, как нужно. И за счет этого музыка в этих наушниках раскрывается максимально естественно и свободно, давая вам то самое ощущение пространства и масштаба, за которое эти наушники я действительно сразу оценил. Ну а вывод у меня получился таков. LED Shure Ember — это действительно необычные планарные наушники, которые с первых минут удивляют своим нейтральным, очень выверенным и по-настоящему сбалансированным звучанием, с очень зрелой и цельной подачей, и просто прекрасной технической базой, которая при этом остается музыкальной и очень вовлекающей. И как по мне, это именно тот случай, когда наушники дают при прослушивании и эмоции, и точность одновременно, без какого-то лишнего перегиба в какую-либо сторону. И на мой взгляд, друзья, это безусловно сейчас лидер среди планарных АМ, поэтому я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.